Так, когда будем экспериментально, без динамика. Все, всем слышно? Отлично. Звук есть сейчас. Смотрим. Первое, с чего начнем? Придется мне уже где-то минутку вырезать. Начнем с того, что сейчас у нас будет сегодня обзор на вот эти вот часики. Часы называются Amazfit Health. То есть кто-то называет Amazfit Beep. На официальном сайте называется Amazfit Me Healthy Watch. Кто-то называет вторыми бипами, а в принципе это точно к бипам имеет отношение довольно косвенное. 27 августа будет презентация Amazfit Run умных часов, которые тоже по внешнему виду Amazfit Beep у нас напоминают. К чему это все? Сегодня у нас розыгрыш еще вот этих Amazfit бипов. Не этих конкретно, скорее всего, я вам куплю новые и закажу. Полное условие, как всегда, в описании любого видео. Розыгрыша Mi Band 4 сегодня нет, 30 числа будет. Вот, все готовы. Я думаю, у нас 170 человек, и поэтому всем интересно, что именно есть все-таки в этих часах и каким образом они упакованы. Единственное, что расскажу, что полдня я все-таки с ними чуть-чуть позанимался для того, чтобы рассказать вам, возможно ли их вообще подключить или нет. Первые 20 минут, допустим, давайте вот так, до 20-20 я пока на ваши вопросы ответы давать никакие не буду. Спасибо большое, что смотрите. Я в общем расскажу об этих часах, потому что завтра-послезавтра я выгружу на них краткий обзор, как всегда, на 5 минут, для того, чтобы вы знали основное. Начнем мы с упаковки стандартно. Первое, что по поводу упаковки. Ну, вы видите, что сделано она примерно так же, как все сейчас делается с Amazfit. На самой коробке из важного написано, что вот здесь есть чип искусственного интеллекта. Это раз. Два. Вот это особая функция независимого общения для тех, кто живет не в Китае. В принципе, мне кажется, что нигде работать она не будет. Это при падении вашем часы без сотовой связи могут через сотовую связь, вот через вот эту штуковину посылать сигнал экстренным службам. Дальше. Вот это дело, это то, что 24 часа в сутки часы отслеживают вашу аритмию. И последний пункт – это облачный сервис Matter Health. Возможно, я неправильно называю, но смысл в том, что здесь именно и будет оцениваться ваше здоровье. Для тех, кто не хочет тратить время на этот обзор, у нас все-таки 200 человек, и поэтому я сразу спойлерну, хотя это не особо логично, потому что все-таки разумнее всего вам не рассказывать. Но GPS в этом деле нет. Это раз. Два. Сейчас, секунду. Мне не хватает. Вот, с GPS здесь нет, это раз. Два, помимо отсутствия GPS, здесь у нас нету функции перманентного измерения вашего ЭКГ, и само ЭКГ проходит только при помощи аж целых 3 пальцев. Так, еще раз всем привет, особенно привет подписчикам. Не забываем ставить лайки, потому что все-таки вот это первый обзор на YouTube. И, как вы заметили, я потратил фактически этот шанс быть первым на стрим, потому что мне кажется, что и вам интересно, и мне интересно вам рассказать. А сзади, по большому счету, информации никакой полезной нет, кроме того, что он начинает работать, часы работают только с Android от 4.4 версии и iOS 9.0. Фактически это все, начиная от 5-го айфона, и мне кажется, что почти все Android-устройства с 2015 года поддерживают эту штуку, правильно? По вновь прибывшим, вас 266 человек, я уверен, что кто-то не знает, что на канале проходит розыгрыш Amazfit Beep первых часов. Посмотрите в описании к видео, и каждые 2 недели, если вы подпишетесь, вы будете в розыгрыше Mi Band 4. Здесь у нас указано еще количество миллиампер часов махов в вакууме. Часы живут, внимание, согласно рекламы, не менее 7 суток.
То есть многие считают не более, а по факту не менее. И нет, это не BIP-2, еще раз, это MSFit Health, но BIP-2 как такового не будет. 27 числа они представят MSFit Run. Вскрываю дальше. С этой упаковкой мы закончили, ничего полезного больше в принципе нет. Кроме того, что, конечно же, в часах есть Bluetooth, но об этом уже чуть-чуть позже. Дальше у нас идет белая коробка, никакой информации, кроме штрих-кода и даты изготовления, июль 2019. Дальше идем, вскрываем коробку. Еще раз повторяю, что скоро обзор на это будет завтра-послезавтра. Вскрываем эту коробочку, все пусто. В принципе, стандартно, опять же. Вытаскиваем часики. Вытаскиваем все, что есть в коробке. Здесь зарядник. Еще раз повторяю, что я уже все распаковывал для того, чтобы иметь возможность подключить эти часы, потому что подключаются они на данный момент через пень-колоду. Я не нервничаю, я спешу, потому что 300 человек, и я не думаю, что кто-то хочет тратить свое время. Не забываем ставить лайки, товарищи, особенно те, кто первый раз. Смотрим. Начнем с чего? Конечно же, гарантийный талон, бесполезный. Гарантия и инструкция. По инструкциям что хочу сказать. Подробный перевод инструкций у меня будет в обзоре. Никакой глобал версии, только Китай сейчас есть. Это раз. Два. Вот все, что здесь указано, никаким образом ваши часы работать через это не будут. Каким образом их настроить, если вы вдруг их купите, либо по ссылке в описании, либо через товарища, через которого я купил для того, чтобы купить одним из первых. А на данный момент, по-моему, это реально, да, первый обзор на YouTube. Но, во всяком случае, из тех, что я видел, чтобы люди в ручках держали. Чем они отличаются внешне сразу, MSFit BIP, чтобы вы не думали, что это какая-то подстава. Вот, видите, металлический каркас. И если посмотреть с тыльной стороны, у нас здесь просто пульсомер, а здесь пульсомер и две магнитные площадки. Для чего это? Правильно, для того, чтобы снимать ваше-наше ЭКГ. Что бы я еще хотел сказать? Здесь, конечно же, есть еще книжечка с рекомендациями. Рекомендации по вашему здоровью. Здесь объясняется принцип работы данного устройства. И по большому счету вот эта вот штуковина, она создана не для спорта, а для здоровья. В чем ее интересная особенность? Помимо того, что я сейчас начну говорить ее характеристики, вот у этой штуковины вы можете накупить 10 таких часов и добавить себе бабушек, дедушек, дядей и теть в программу. Я покажу, каким образом. Для того... Нет, сегодня не соединение не очень. Дело в том, что может быть... Дело в том, что у меня плохой микрофон сегодня. Стандартный микрофон не сработал. И мне очень жаль. Дальше. Ценник на эту штуковину, по-моему, 700 юаней. В общем, проще говоря, $120 сейчас по ссылке в описании, либо через моего человека там получает, ну, также 700 плюс, где-то так же и возьмет, только быстрее получите. Если через человека, которого я просил и который мне покупал для того, чтобы вам сейчас на обзоре смог рассказать. Все, дальше. Что у нас в меню? Сразу показываю, ничего нового там нет. Сегодня они буквально обновились. 2 раза притом. Помимо того, что я включал их, они еще и обновлялись так. Ничего интересного по большому счету нет. То есть идет у нас... Сейчас. Уже начинают подглючивать. Ага. Не хотят. Одену сейчас на руку. Покажу вам сразу, каким образом они меряют ЭКГ. И пока они меряют ЭКГ, расскажу примерно, какие характеристики. То есть, в первую очередь, это экран 1,28 дюйма и разрешение 176 на 176 точек на дюйм. Экран, как вы видите, трансфлективный дисплей. Чего-то как-то они вообще умирают у меня. Ага, обновление встало так, что то, чего не ожидал. Может быть, дело в том, что... В общем, смысл в том, что чтобы проверить ЭКГ ваше, сейчас я их еще раз включу и выключу, потому что это какая-то печаль. Либо они каким-то образом заблокировались магически. Сейчас посмотрим.
Работают они через вот такую программку MSFit Health. Эту программку можно скачать исключительно только через, на данный момент, 4 PDA. То есть не через китайский сайт, не через китайский, получается, магазин, ни через что другое я не мог ее скачать. Что у нас по поводу часов? Во-первых, апдейт у них был, как вы видите, час назад. И с этого момента у них какие-то глюки. Разрешаем Bluetooth включение. Какая-то особая блокировка стоит. Я вот понятия не имею, что произошло. Единственное, положил их, получается, в упаковку. Для того, чтобы перед вами разобрать. И соединяются. Пока соединяются, еще раз, трансфлективный экран, то есть никаких там особых цветов вы не увидите. Еще раз, длина 245 мм, ширина 20 мм, это для MAC-адрес, версия. Ну, в общем, зря я их обновил перед тем, как положить в коробку. Очень жаль мне, что я это сделал, потому что они так не глючили. Так вот, программа все-таки... Сейчас попробую их выключить, включить. Как видите, даже включаться... Да, не то, что программа сырая, мало того, что программа сырая, так помимо сырой программы, вот эта прога, она не качается ни в iOS, ни через китайский даже Play Market. Единственное, где я смог скачать ее, это на 4 PDA. Вот такого я точно не ожидал. Может, какая-то особая функция разблокировки? Так, мата никакого не надо и конфликтов тоже, товарищи. Я понимаю, что вот поэтому на стримах не стоит проводить какие-то обзоры. Ладно, каким образом они, пока, может быть, разглючатся, каким образом они соединяются? Точнее, заряжаются. Заряжается вот такая платформа, то есть, видите, чуть-чуть она видоизменилась. Подключаем к блоку питания. Это MSFit Health, еще раз повторяю. Так, часы не хотят никаким образом активироваться. Владислав, вы кому? Так, давайте я кого-нибудь заблокирую, если у вас там начинается какая-то склочная штуковина. Так, можно, пока я пытаюсь их... Да что же за напасть-то такая? Head rate ничего не дает. Может быть, выключить head alert. В общем, все оповещения, какие только есть, начиная с того, что предупреждение о высоком пульсе и заканчивая предупреждением о падении, я сейчас отключаю для того, чтобы проверить, почему прошивка слетела. Потому что они не то что не выключаются, но вот эта последняя прошивка, как вы видите, вообще отказывается работать. Фотографии на 4 PDA, что было в менюшке, осталось, но вопреки всему и несмотря ни на что, как вы видите, он не работает. 2 раза я снимал ЭКГ, 2 раза была вот такая вот информация. В принципе, абсолютно для меня бесполезная, но во всяком случае там не написано, что есть какие-то проблемы. Ну, давайте попробуем, может быть, она активируется таким образом. Функция снятия ЭКГ активируется тем, что вы 2 пальца кладете на металлическую поверхность и одним пальцем, получается, замыкаете цепь. Да, конечно, я вообще в шоке. Дальше. Первое знакомство. Могу на словах рассказать, что в принципе здесь вообще ничего нет, кроме оценки сна, это раз. 2, помимо этого, снимается ЭКГ. 3, чтобы вообще эта штуковина заработала, нужно очень сильно поморочиться. В итоге вы скачаете на 4 PDA вот эту программку. И единственное, что сможете в ней делать, никаких там спортивных каких-то штуковин здесь нет. Вы просто-напросто сможете снимать пульс, сможете снимать ЭКГ, сможете примерно прикидывать, что с вашим здоровьем происходит. Единственное, вот
здесь есть такая функция, как VIP Person. Это если у вас вдруг, если ее сделают на английском языке, вы сможете купить K-Pass, и вас будет, получается, консультировать стадо врачей китайских. Это раз. Два. Что может само устройство? Кроме напоминания о высоком пульсе и аритмии, может работать как оповещалка. То есть никакие там отклонения вызовов или принятия вызовов на данный момент в прошивке нет. Что еще интересного в них есть? Напоминание о звонке, как вы видите. Здесь еще дополнительные менюшки. Это будильник, разблокировка экрана устройством, потом напоминание от различного рода приложений, которые вы выберете, и все, в принципе. Дальше. Вот эта карточка для того, чтобы вы могли, если вы живете в Китае, вызвать скорую помощь. Но я думаю, что людей, которые живут в Китае, видеть ничего... Да. Скачайте программу, которая подвесит ваши часы. Без программы часы не работают. Чтобы никто не думал, что они работают без проги. Я просто... О! Было только что. Видите? Тут что-то с экраном просто-напросто теперь стало. Сейчас покажу. Вот настройка, видите? Но я не успею в нее зайти. То есть вот настройка, и мы вылетаем. Как откатить прошивку на данный момент я, наверное, не сделаю. Unbird только может быть. Может быть еще раз отключить, подключить их. Добавить как устройство. Видите? Называется Mi Dock Health Watch в этой программе. Часы. Но чтобы их подключить... Ага, я их уже не подключу, потому что должен быть код. То есть нужно было отключать их через прошивку. Все. Фактически я только что при вас окирпичил устройство. Что я с ним сделаю, я не знаю. Скорее всего, разыграю. Ладно, нет. Может быть, можно будет соединить как-то по-другому. Давайте спрашивайте. Что устанавливается на 4 PDA, остается на 4 PDA. Нет, они здесь ни при чем, потому что 4 PDA ни при чем. Вот. Потому что эта программа штатная. Мы сейчас попробуем... Да, ничего мы не сделаем. Потому что код никакого не показывает. Все. С этим обзором я закончил. Стандартно снимается, конечно же, ремешок. Все, но по большому счету никаких функций переключения музыки нет. Давайте вы поспрашиваете. В другую сторону не работают. Нет, вот, видите? Опа. Но подвисает. Это нотификация. То есть он максимум выводит, получается, сейчас на этой прошивке настройки. Но я не успеваю зайти. Может быть, успею, но опять же это в спокойной обстановке будет. И к заводским надо будет вернуться. Забавный обзор вышел. Нет, это не обзор, это стрим, и как бы я попытался. Скажем так, вот поэтому опасно делать на стримах что-то, особенно вроде бы проверил устройство, после этого даже... Ну, обидно. Ну, что делать? Фактически устройство окирпичено. Ладно, давайте поспрашивайте все-таки по поводу часов. В итоге мне вышли примерно 9000. Окирпичился после того, как я обновил его прошивку. Он не окирпичился до конца. Он, видите, если посмотреть, то он просто гаснет быстро. То есть они, скорее всего, оптимизировали Always on Display. И вместо того, чтобы это было Always on Display, он теперь вырубается через 1,5 секунды. Ладно. Нет, разыгрываю я не этот. Разыгрываю я Amazfit Bip. Первое. Еще раз повторяю. Сейчас я разыграю часы. Позорно. Вот эти вот наушники скоро будут у нас на обзоре. Halo GT, кстати. А сейчас, да, ждем ран. Еще я ран сейчас буду покупать. Нет, перезагрузки не поможет, потому что я в нее сейчас зайти не могу. То есть, чтобы мне зайти в перезагрузку, мне нужно зайти в настройки. А как вы видите, настройки у меня не включаются. Единственная надежда на то, что он выключит... Не получится.
Короче, окирпичиванный девайс. Давайте быстро разыграю, и люди спокойно уйдут со стрима, потому что это какое-то позорище получилось, а не стрим. Вы уж простите. Дальше. Все очень просто. Мы сейчас с вами откроем LionZar. Все помнят, что есть вот такой обзор, топ-10 беспроводных наушников до $20. Вставляю ссылку, и условия были простыми, как вы помните. Мы должны совершенно великолепно выбрать человека, который в комментах оставил ссылку на репост. Страница не должна быть мертвой, никаких там 8 человек, без лица и т.д. и т.п. Кому не устраивает, ну соляви. Пока страница открывается, еще раз расскажу все-таки про умершие бипы. Так, вот эти бипы у нас разыгрываются. Вот это погибшие бипы. Особенность их в том, что у них можно через них мерить ЭКГ. Буквально сегодня, вот 2 минуты назад, Долг Дмитрий, я думаю, что ввиду того, что это старый мой подписчик, он у нас живой человек. Дмитрий Ищук, смотрим. Да, Дмитрий Ищук, ну, вы уж скузи, но нет. Потому что фото левое, и страница видно фейковая, чисто под розыгрыша. 11 друзей, из которых, я уверен, да, половина просто левых. Вопросы есть? Я уже предупреждал на прошлом розыгрыше, что никаких левых страниц не пройдет. Коммент ради коммента тоже не проходит, потому что нужен репост. Смородин смотрим. Смотрим Смородин. Ну, пусть левая фотография, но сколько друзей? 81 друг. В принципе, живые друзья. Ладно, поздравляю вас. Вы выиграли Amazfit BIP. 2 часа назад вы заходили. Все, по бипам мы решили. Дальше давайте поотвечаю на вопросы печально. Купил электроплитву с Xiaomi. Всем, кому интересны какие-то вопросы, давайте сначала по этим часам, которые я буду параллельно пытаться реанимировать, но мне не кажется, что у меня получится сейчас. Нет, получается что-то входить, видите? Пользы нет, так нужно разрядить до нуля, потом заново можно будет расстроить, не факт. Что за ран, почему ничего не гуглится по этому вопросу? Зайдите на Amazfit, вот видите, то есть эта менюшка почему-то работает. Цена какая? Около 9 тысяч примерно, Давид. То есть если вы посмотрите, 70, по-моему, 69 этих китайских тубриков, юаней. Вот, по размеру бип одинаковые, да, абсолютно одинаковые. Единственная разница в том, что вот здесь вот металлическая оправа, а здесь пластиковая. И плюс, конечно же, платформа под то, чтобы снимать у вас ЭКГ. И даже контакты остались по большому счету те же. Ну, соответственно, стал еще покруче пульсомер. Двойной. Очень обидно, потому что... Ну, сейчас я попытаюсь все-таки реанимировать их. Как думаешь, будет цена ран? Ну, думаю, 10 тысяч рублей, где-то так будет. Просто я сейчас только что отвязал устройство и, соответственно... Ага. Дальше, это же не бипы. Нет, это бипы. Кроме базовых функций, что еще может Health Watch? Подсчет сна, подсчет шагов, ЭКГ и пульс. Все по большому счету. Ну, можете искать телефон через них, конечно же. Что еще? Оповещения на них могут приходить. Из подсчета всего, вот вы сами видите, что там подсчитывается на основном экране. Пока никаких дополнительных экранов здесь нет. Из тачскрина работает, как вы видите, только вот значок оповещения и все. А когда адекватно показывает или Asus брать? Думаю, я не уверен, адекватно или нет, я не смогу проверить. Через сердцебиение, как говорится, скорее всего, да, потому что вы, получается, кладете их застегиваете и пальцами создаете контур. То есть, насколько это корректно, в принципе, говорит сам производитель, когда делает звездочки, что это все-таки не медицинский прибор и не медицинские меры из разряда вызова помощи, из разряда того, что при вызове помощи он может не факт, что сразу сработать, и все подобное.
В юанях, рублях цена не ясна, в долларах сколько? Я думаю, 120 баксов на Алиэкспрессе, ссылка же есть. От бипа первого подойдут ремешки, а мы сейчас проверим. Думаю, да. Дальше. Польза, мы в тебя верим, что ты потом оживишь их. Я знаете, как, надеюсь? Нет, управления музыкой нет. Дальше вопросы. Кто его вам в долларах продаст? Продают на Алиэкспрессе аж три. Три, получается, продавца. Один из них вы можете посмотреть по ссылке в описании. Собираешься их использовать в качестве основных часов? Я их пока собираюсь использовать только в качестве, не знаю, молотка. По большому счету это вообще одинаковые ремешки. А теперь даже не понял, какой из них носфитовский, какой из них биповский, а какой хелфовский. Кратко ремешки подходят, притом, ну, один из них, да, даже по длине одинаковые. У Польза Стратосы есть, да, у меня не только Стратосы есть, у меня есть Верджи первые, вторые, у меня есть много чего. Но все равно обидно, потому что я потратил день на то, чтобы подготовиться к этому обзору, в итоге так обрадовался, что пришла обнова, а в итоге получилась какая-то лажа. Обидно, 9000 рублей выкинула, хотел крутой стрим. Пацаны, поддержим лайком. Ну, спасибо. GTR еще есть еще. Алексей, какого Алексея надо заблочить? Если бы давление мерил. Нет, давление не бывает такого, чтобы они адекватно мерили. Дальше. Почему ты не купил нормальную камеру? У тебя столько много аппаратов, а камеры нет. А какая нормальная камера? Я не знаю, что в вашем понимании нормальная камера. И проблем у меня с покупкой ее нет. Просто я не заморачивался, потому что стримы это дополнительная фактически какая-то организация на канале для того, чтобы просто общаться с подписчиками и проводить розыгрыши. Вот. Да, с ЭКГ, это BIP-2, все правильно. Аскер, но мы не сможем вам их показать пока, потому что у меня они только что умерли во время стрима. Что безумно обидно, просто нереально. Если что-то могло плохое произойти, вот оно сейчас произошло. Экран AMOLED? Нет, экран, как вы можете увидеть, трансфлективный дисплей просто. Чем они тебе не нравятся? Так, нет, это BIP Lite, в BIP Lite нет ЭКГ. Нет, это не BIP Lite, еще раз повторяю, что вот оно ЭКГ, которое вы не увидите по той причине, что я не успею его снять. Но вот на долю секунды оно появляется. Может быть, какие-то они придумали там 334 нажатия и после этого? Нет, не получается. Из-за чего они умерли, Виталий? Из-за того, что я их обновил. Жалко, что давление не меряет. Давление ничего не меряет адекватно, никому не верьте. Дальше. Алексей Осипенко, он матерился. Без проблем. Потом скинете мне его в ссылку, если не забудете. Я посмотрю потом в сохраненных сообщениях, я его удалю. Дальше, типа умерли. Не типа, а умерли. Если я их разряжу, может быть, это исправит проблему, а может быть и нет. Потому что на данном этапе жизненного развития аппарат кирпичен, ничего его не находит и, в принципе, не найдет по той причине, что вот что требует аппарат при подключении. То есть он требует, чтобы здесь была фотография. Я, соответственно, сфотографировать QR-код не могу, потому что QR-кода здесь нет. Потому что в тот счастливый момент, когда они должны были не окирпичиться, они обновились. Вот такая вот печаль. Вот они заряжаются. Но лучше их не заряжать, потому что мне желательно их полностью разрядить. Может быть, они еще как-то оживут. А что по поводу Stratos 2 и Verge 2? Я рассказывал про Verge 2, это Amazfit Nexa. Вроде скоро обновление стратосов выходит. Постараюсь купить. Ярослав, рад, что вы пришли на стрим, но ничего не помогло. Так, отключите от телефона и подключите к другому. Да, чтобы подключить к другому телефону, у него должен показаться QR-код. Чтобы показаться QR-код, нужно привести его, получается, в разблокированное состояние. Вот. Но я не успею это сделать. Потому что, чтобы откатить его к заводским, нужно зайти успеть в настройки. Вы только что видели, как я попытался, но я даже не помню, какая это по счету менюшка. То есть, если тыкать, вы сами видите, что не успеваешь. То есть, раз, два, три, четыре. Вот и все. Раз на раз не приходится.
Дальше. Здравствуйте, только зашел. Может перезагрузить? Никак не перезагрузить. Кто выиграл? Есть в записи оставлю. Можете перестать жамкать на кнопку. Перестал. Я так понял, BIP 2 не хватает двух камней. Возможно. Отвязать от телефона. Уже отвязал Андрей. Они погибли смертью храбрых. Потом, ну, подержу. Вчера продал свои бипы за 6400. Очень выгодно продали. Может отойдет само, очень сильно сомневаюсь, но я подержу кнопку, может быть и правда они перезагрузятся. Заморозить. Буду замораживать. Нет, частый дом. Мусор их точно не надо, потому что рано или поздно придет какая-нибудь прошивка, и через этот счастливый кабель я смогу их перезагрузить. Так, что-то нет. Просто активировался экран. У меня была похожая ситуация с праздником новыми битами. Помогла полная разрядка, а иногда сами просто разблокируются. Может быть. Дольше подержите кнопку. Хорошо? Подержу. Дальше. Что брать? Mi 9, Meizu Pop 2 или FlyPod Slide? Я бы Meizu Pop 2 взял, но они недостаточно громкие. Дальше, Александр. Дальше, что еще? Саня, не паникуй, все нормально, электроника всегда подводит. Я в курсе, к сожалению. Но не на стримах, потому что очень обидно. Видите? То есть, получается, кнопка не активна. Какое-то время. Может быть, если зажать, ну посмотрим. Коли будет обнова поправляться, неизвестно. Экран загорелся, я вижу. Но если активировать его, то он гаснет, видите? POP 2, EP52 или AirDots. POP 2. Ждать вторые бипы или брать первые? Ну, как вы видите, это Misfit Health, а бипы вторые, те, что вы имеете в виду, наверное, это RAN. Где ты их взял, что по цене конкурента Apple Watch? Вообще не конкурент Apple Watch. Взял я через товарища, который живет на границе с Китаем. Кому надо, я скину его телефоны в описании к видео, тоже добавлю, когда я сделаю нормальный обзор. Потому что на стриме рекламировать, когда у тебя сдох девайс, как бы очень нехорошо человека, который тебе помог. Так, RAN когда будет? 27 числа его выгрузят в Китае. Я надеюсь, что я их куплю. И надеюсь, что они не сдохнут так же, как эти. Видите, даже при нажатой кнопке он, получается, активирует экран. Дальше, что с раном? На сайте таких часов нет. Антон Прокофеев, вы можете зайти на китайскую версию Amazfit и там увидеть Amazfit RAN. Они не сдохнут. Может быть. Кстати, эти розыгрыши по СНГ, да. Дальше, Amazfit Stratos или Samsung Gear 3 по цене могу взять очень с маленькой доплатой. Да все хорошо будет, эта прошивка, оставь в покое, завтра снова в стрим. Никаких стримов завтра. Сегодня я уже разыграл Amazfit Bip, завтра у меня будет выгружен обзор на High-Low. Видос по ним будет, конечно будет, я думаю, что я их реанимирую, а если нет, то во всяком случае новые куплю. Но надеюсь, я их реанимирую. Чем они лучше Mi Band 4? Ничем, они для здоровья в первую очередь, видите? То есть они в идеале снимают ЭКГ, но вот так получилось, что сегодня они умерли после обновы. Дальше, что брать M9, Meizu Pop или FlyPod Slide? Уже ответил, что Meizu Pop 2. Стоит ли подождать вторых стратосов или ничего принципиально нового ждать не стоит и нужно брать первый? Я не знаю, мне кажется, что можно и первые взять, никаких проблем. При заморозке они не разряжаются быстрее? Да, но и аккумулятор дохнет. Я думаю, за дня 3 они и сами разрядятся. Дальше, где более лучший контроль сна и умный будильник? Honor Band 5 или Amazfit Bip плюс X-Smart? Лучше Honor Band 5. А в оригинальных беспроводных наушниках есть задержка, когда смотришь видосы? В каких оригинальных? ЭКГ даже Apple Watch до конца не допилили. Ну, у этих то же самое. Я говорю, везде звездочки о том, что ЭКГ меряет так. Кто-нибудь знает про наушники Canyon? Знаю, мне не нравится эта фирма. Но опять же, тут на вкус и цвет товарища нет. Но только выходишь из основного экрана, и все. Так, True Wireless Earphones, дай пару отзывов, пожалуйста. У меня есть обзоры на них, посмотрите, зачем отзывы. Жду еще твоих обзоров. Я тоже. Кто-нибудь знает про наушники? Так. А попа по размеру оба одинаковые? Да, одинаковые, точь-в-точь. Брать ли Amazfit Bip сейчас? Если вам нужно GPS, то да. Давид, я не знаю, этот стрим я сохраню или нет, потому что это позорный стрим, на котором у меня сдох девайс. Вот. Подумал. Кастомные прошивки ставишь на свой Amazfit? Нет, не ставлю. Попробую на это, когда она появится. Возьми на обзор Galaxy Watch. Я не буду брать никаких Samsung и Huawei по той причине, что я беспокоюсь, что мой канал заблокируют, если я начну их хейтить.
Рамку можно ближе показать? Рамку, конечно. Но опять же, обзор завтра запилю на том, что есть. Но вы должны помнить, что они у меня умерли после обнова, к сожалению. Отличные часы, время показывают даже кирпичные, да? Это просто великолепно. Жаль, что их ни к чему не присоединить, когда они кирпичные. На ране будет GPS? Думаю, да, конечно же. Топовый стрим, чего не так? Смешно. Смешно. Попробуй через ПК на них прошивку залить. Никита, пока нет прошивки на них, мне кажется. Что лучше, часы или бипы? Бипы. Потому что здесь пока только... Здесь GPS нет. Богдан живой такой. Да, блин, норм стрим, живое общение. Ну, сдохли так сдохли. Ну, да, наверное. Они толще или тоньше бипа? Нет, они чуть-чуть толще, наверное, да. Чуть-чуть толще нормальных обычных бипов. Незначительно, я бы сказал. Ну, относительно незначительно. Так, стратосы лучше бипов, но дороже. Логично. Как тебе новые кроссовки от Midge Retro? Никак, они нет моего размера их. Я, кстати, купил кроссовки беговые от Xiaomi, и скоро они мне придут. Сделай сравнение стратосов и бипов. Неразумно, Давид. Разные абсолютно девайсы. Толще, значит больше деталей на материнке. Мне это как-то не помогает, потому что сколько бы не было здесь деталей на материнке, вот все. Ну, хотя я думаю, что получится их реанимировать. Нет смысла их брать, рамки не увеличили, да. Вы имеете в виду, что экран? Да, экран точно такой же. Тоже транслективный дисплей, точь-в-точь. 27 числа представляют RAN, MSFIT RAN и, по-моему, еще стратосы. Если порыться на 4 PDA, можно все что угодно найти, не то что прошивку. Нет, Никита, новых прошивок, но может быть они им скинут. Как думаешь, будет ли у тебя лям подписчиков? Думаю, нет, но 100 тысяч я надеюсь, что будет благодаря вам. Спасибо, что смотрите, друзья, еще раз. В часах за 8 тысяч рублей нет GPS, да, но здесь есть ЭКГ, притом, ну, довольно относительно. Я не знаю, нет, логично, что когда я сделаю обзор, я рекомендовать их не смогу, по той причине, что основные даже функции, вот эти вызовы помощников в случае, если у вас будет какой-то стресс из-за разряда того, что вы упадете, или у вас будет аритмия и приступ. В России-то нет таких технологий, то есть нет таких сетей, и смысл от этих часов, получается, теряется. Единственное, следить за пульсом своей бабушки, дедушки и своей семьи, но сомнительное это удовольствие. Ну, не сомнительное удовольствие, а по большому счету, ну, ничего вам это не даст. Не медицинский это прибор. Если кроссовки 46-47 размера на Али по аналогии тех, о которых ты говорил в обзорах? К сожалению, нет. Когда TicWatch закажешь? Я уже заказал Гарин TicWatch, они мне упорно не посылают, и я им пообещал, что если они мне их не вышлют, я куплю их в магазине и как это называется, и сделаю обзор, почему мне официальный магазин TicWatch, учитывая, что я их оплатил, 2 недели не высылает эти часы. Это очень печально, что они их не высылают. Так, ламповый стрим, вопросы-ответы, это тоже интересно. То у меня в основном так и есть, что ламповый стрим. Просто в этот раз я хотел что-то по-настоящему стоящее сделать, а получилось, как всегда, по-русски, в общем. Что Stratos Nexa Verge? Были обзоры на Stratos Nexa Verge, смотрите, я бы Stratos, конечно же, купил. Я так понимаю, что первые бипы лучше. Нет, это просто разные устройства, то есть если это устройство для здоровья, это устройство у вас для спорта. Вот. Каких часы рекомендуешь повседневно носить? Мика, механические, если у вас нет необходимости считывать пульсы, а если много денег, то Apple Watch. Все просто. Я, наверное, один задаю этот вопрос, но жду обзор на детские умные часы. Ты говорила, Huawei купишь. Да, почему? Вы не один, Сергей. Я пытаюсь сейчас купить хуавеевские часы подешевле. Если получится, куплю. Я прекрасно помню, у меня тоже есть ребенок. И с Xiaomi-шными он походит, конечно, но я не думаю, что долго. Покажи с обратной стороны, вот еще раз. То есть платформа магнитная для того, чтобы снимать пульс. Когда розыгрыш Amazfit BIP? Уже был. Злой. А размеры дисплея такие же, как у бипа? Да, точь-в-точь. То есть вы можете увидеть рамки точно такие же. Все то же самое. Что бы ты посоветовал, BIP 1 или Mi Band 4? Давид, если у вас необходимость отслеживать трек, то BIP 1. Женя Горист, не понял, о чем вы. Инал. Попы по размеру одинаковые? Да, точь-в-точь. И боксы, и сами уши. Только единственное, пластик бокса у второго, по-моему, хуже.
На Али есть Bluetooth наушники за 200-300 рублей. Стоят они того. Да, я потерял одного подписчика тем, что я не то чтобы поругался, а поспорил, ну не поспорил, человек мне написал, что я купил Bluetooth наушники за 100 рублей, и они оказались крутые, отлично звучат, что ты об этом думаешь? Я написал, что я его поздравляю, он обиделся. Вот наушники за 100 рублей, по-моему, я покупал их на Пандау по скидке, Bluetooth, работают, уже, наверное, месяц работают, но обычные затычки. То есть, если вам интересно, то делать обзор на обычные затычки, которые могут сгореть или я не знаю, что там внутри. Я их тестю, вот чтобы на стримах показывать, что да, даже такие штуки я покупаю. Кстати, когда я буду рассказывать о наушниках Hi-Low, в конце этого обзора я расскажу о подделке. Может быть, это не подделка, но набор от Xiaomi, набор инструментов, вот о них я расскажу в конце видео на Hi-Low, которое я буду, конечно же, сравнивать параллельно с AirDots'ами, потому что я считаю, что нет смысла пилить несколько обзоров сразу на одни и те же наушники. Дальше, привет, как относишься к квадрокоптерам? Отлично, денег нет на них пока. Сделай повторный обзор на BIP-1. Подумаю. Эти часы зарабатывают, вы делаете уже обзор на исправные часы. Заработают. Да, я, конечно же, сначала их реанимирую. Наверное. Но не факт. А может, скажу, что не реанимировал пока. Разрешение экрана одинаковое? Да, разрешение одинаковое, по-моему. Процентов 95. Я не буду сравнивать сейчас с первыми бипами, но у этих разрешение 176 на 176 точек. Состав, конечно же, закаленное стекло, а их покрытие из датчиков только ЭКГ, биотрекер и шестиосевой гироскоп. Вот. Вообще написано шестиосевой датчик, наверное, гироскоп и акселерометр. Вот. Так, какие кроссовки взять? Не знаю, пишите мне в ВК, я напишу какие. Про инструменты будет интересно, да, но это будет в конце обзора на Hi-Low еще раз, там буквально на 1 минуту. Так, скажи, пожалуйста, разрешение экрана. Так, какое у тебя образование? 2 высших у меня, они Фокс или, и до этого физмат. Когда будет рубрика «Дичь с Алиэкспресс»? Инал, никогда, у меня и так времени не хватает даже на эти обзоры. Я сегодня пришел в обед с работы и вот занялся тем, что попытался настроить эти часы, вроде бы в них разобрался, обновил, и они у меня, видите, сдохли. Как раз на стриме, что самое обидное. Дальше. А эти часы подойдут для худых рук? Да, отлично подходит для худых рук, что бипы, что получается... Не думал донат прикрепить к стриму с мира по нитке стримеру микрофон. А у меня, по-моему, есть донат. Мне можно донатить каналу. Так-то. Саня, почему у Honor Band 5 нету кастомных циферблатов? Не знаю. Не знаю, и не будет у них. У них у Honor Band 4 тоже не было. Так, Xiaomi Mi In-Air Phones Pro 2, арматурные плюс динамические, вы сталкивались с такими? Неа. Обычно, когда арматурные плюс динамические, получается какая-то лабутень, особенно с низкими частотами. Я не знаю, почему другие блогеры опять же не говорят, наверное, потому что у них слух лучше, чем у меня. Но такая магия. Во всяком случае, я такую тенденцию замечаю. Дальше розыгрыш был, да, Камиль. Санчес, адекватные люди понимают, что уши за 100 рублей и 3000 и 30 тысяч это разные вещи, так что не парься, бро, стрим зачетный. Спасибо большое. Нет, я по поводу ушей говорю, что люди не всегда понимают, что я с удовольствием вам всем отвечаю, на стримах в первую очередь, а в личке, конечно же, я советую, если, большинство не берет на себя ответственность советовать, я все-таки советую, если, опять же, в обзорах нету каких-то ответов. Но девайс должны выбирать вы, раз. Два, все мои практические обзоры напичканы в основном недостатками этих девайсов. Редко, когда я говорю об одних достоинствах. И, конечно же, я не хочу, чтобы мне писали из разряда «давай просто поспорим». То есть я не вижу смысла спорить. Потому что во время спора люди обычно каждый убеждаются и находят новые аргументы в пользу того, что они правы. Кстати, вот как я вижу, я потерял... Получается фиксатор здесь где-то уже. Потом найду. Дальше, что я еще хотел сказать? Хотел сказать, что даже на узкой руке любые часы у MSFit, включая Stratos, которые я ношу, но сейчас я носил, по-моему, я носил GTR-ки. Вот, у меня 17 сантиметров рука. Ну, уже, наверное, только у подростков уже. Добро пожаловать, называется, в легкую атлетику.
В споре не рождается истина, Сет. Никогда. Это у очень умных людей. К сожалению, я себя к ним не причисляю. Раз. А два, спор должен быть адекватный. То есть обоим людям должно быть интересно спорить. Мне, допустим, по поводу наушников вообще спорить неинтересно. Я думаю, вы догадываетесь. Так же, как по поводу умных часов и телефонов. Можно по поводу спорта поспорить, алкоголя и политики. Можно по поводу противоположного пола поспорить. Но по поводу вот этой вот всей штуковины, с которой я имею дело каждый день, желания спорить у меня нет. Сколько ты ведешь этот канал и где работаешь? Я работаю инженером, а веду канал 1,5 года уже. Не каждый даст толковый совет. Ну, Диана, все же относительно. Я рад, что если я кому-то помогаю. Будешь делать обзор на Redmi 8? Скорее всего, да. Батарея меняется на стратосах или если умерла, так умерла. Не в курсе Average. Почитайте на 4 PDA, у многих умирает почему-то. Это действительно BIP 2, а не BIP Lite. Нет, это не BIP Lite, это вот, видите, платформа с контактами. Я в SmartFox хочу отметить, что я не страдаю такой штукой из разряда «давайте назовем ролик BIP 2», и после этого люди начнут от меня отписываться. То есть зачем мне вас обманывать? Я же назвал ролик Amazfit Health Watch. BIP 2 как таковых нет. BIP 2 называют вот эти часы на 4 PDA. Почему? Ну, потому что они идут после бипа вторыми и такого же форм-фактора с таким же экраном и чуть-чуть другим функционалом. Если здесь GPS, здесь у нас ЭКГ. Вот. И следующими будут Amazfit Run. Их можно тоже назвать BIP 2, можно BIP 3, то есть как хотите, но там будет не трансфлективный дисплей, поэтому вот так. Так же, как нельзя говорить, что Stratos это Pace 2 или... каждому свое. В программе я уже показывал, как они называются, можете пересмотреть. Я не буду, наверное, стрим удалять, хотя он слегка, как вы понимаете, позорный. Какие виды делаешь на атлетике? Ты какие виды? 400-800. Но опять же, греческий салат. Все максимально на максимально любительском уровне. Так, чем отличаются? Еще раз повторяю, что вот этот GPS, это ЭКГ. Будут ли обзоры на Powerbank ZMI? Может быть. Кто выиграл в Pace лучше? Кто выиграл, потом увидите в обзоре. Я ему обязательно напишу. Pace лучше чего? Лучше этих, да, потому что они только что умерли. После обзора товара ты продаешь не все, Мика. Иногда да, чаще да. Сколько тебе лет? 35, Давид. Степан Мезенцев, привет. Привет и тебе, Степан. Пульс все время работает на этих часах, загорается зеленый свет. Да, на этих часах пульс работает перманентно, 24 часа в сутки, но что-то как-то, мне кажется, это мне не поможет. Очень надеюсь, что они разрядятся, и у меня получится их откатить к заводским, но пока, возможно, успею дотыкаться. То есть, видите, они загораются иногда на 1,5 секунды. Если на 1,5 секунды загораются, можно, в принципе, постараться успеть. Бери Pace, там 2 гига, можешь музыку залить, считают этажи, но не считают дневной сон про Pace. Или Stratos бери, потому что примерно одна и та же цена. Понимаю тонкости перевода и адаптации, очень жду подробный обзор. Хорошо, будет ли обзор по точности показаний шагов и прочих браслетов и часов бипа, коры и банды? Вячеслав, они есть на канале, можете смотреть. Имел дело с наушниками Edifier. Нет, мне они не нравятся, эта фирма, я 2 раза покупал Edifier, оба раза они умирали. Братан, запусти стрим на представление RAN. Нет, Женя, я таким не занимаюсь по той причине, что не занимаюсь, я не вижу смысла в этом. Я их закажу обязательно. В RAN будет безграничный экран. Что на фото розовые заявили, они крутые, хочу их Mi 9T. В RAN будет, думаю, нет. Стоит ли покупать OnePlus 7? Да, мне не нравится Хайрула. Давид, спасибо тебе за твой труд, давно тебя смотрю. Тебе спасибо, Давид, что ты смотришь. И еще раз всем подписчикам огромное вам спасибо за то, что даже смотрите на мои фейлы. Самое обидное, что я просто мечтал о том, что я первый расскажу об этих часах, а получилось, что я первый показал, каким образом они умирают. Вот. Ну, во всяком случае, вы их хотя бы увидели, что они чуть-чуть толще бипов, увидели, что по большому счету людям, живущим в СНГ, смысла ждать их не стоит, потому что, еще раз напоминаю, любые медицинские функции, это медицинские функции, об этом также написано на сайте Amazfit, если вы зайдете на китайскую версию, при помощи Google Chrome переведете ее. Дальше. Часы от Samsung стоят своих денег? Нет. Мое мнение, нет. Что за бипы? Это бипы первые, это Amazfit Health Watch, бипы вторые, а-ля.
Pace стоит 6000, Stratos и 10. Нет инал, Stratos стоит не 10, зайдите на Алиэкспрессе. Особенно на распродаже послезавтра будет в десятки раз дешевле. 23-24 сантиметра, всю жизнь было трудно найти подходящие часы с большими ремешками. Бипы ношу на втором отверстии с конца, классные часы. Да, видите, какие они универсальные. Слышал про такие наушники Meize 99? Нет. Сет Бедлам, и все всем. Я буду теперь стараться не наушники покупать, потому что меня уже затроллили тем, что у меня слишком много обзоров на наушники. Хотя все равно уши буду покупать. Да, это не фейл, это просто прошивка сырая. Да самое обидное, они работали на своей прошивке, которую я обновил ее, как только их включил. А до стрима они обновились еще раз. И я подумал такой, о, да. Но, как видите, ничего не получилось. Дальше. Откуда они у тебя? Эйсинг, еще раз повторяю, я попросил друга, который живет на границе с Китаем, с Дальнего Востока, купить их. Он их купил и послал мне почтой, которая пришла, соответственно, посылка пришла мне вчера, сегодня я о них вам рассказываю. Вот и все. Почему о них никто не рассказывает, я очень просто скажу, потому что вот, допустим, я сейчас даже рассказываю, даже если бы они работали, спросите у меня, я советую их или нет. Я отвечу нет. Как я могу советовать, который ничего не умеет, кроме ЭКГ, и сам производитель говорит, что ЭКГ в принципе довольно относительно. То есть, ну, покупайте часы-устройство почти за 10 тысяч рублей с функцией ЭКГ, которая примерно. Это вам не GPS примерный, это ЭКГ. То есть, если вам нужно ЭКГ, то логично вы хотите знать о своем здоровье все. А если это примерно, то мне кажется, что это того не стоит. Да, разыграл уже. Послезавтра распродажа на Алике, да. Английский удалось замутить? Нет, английский только на программе, а это у меня удалось только окирпичить. Что лучше, режим 7, Redmi 7 или Redmi 7 Note? Не понял. Я посмотрел именно 10 со скидкой 9500, за эти деньги можно SE M7 купить. Инал, зайдите на Pandao, можно и там. Снимаешь на iPhone, чаще всего да, сейчас на P20 Pro и на Redmi Note 7. Бесполезные часы, есть такое. Ну да, обидно, но все равно они прошивку походу не проверенную поставили, да. Не удаляй стрим, это эксперимент, нет ничего зазорного. Грег, дело не в том, что это зазорно или нет, дело в том, что моя реакция зазорная. Это первый раз у меня на людях. Вас, извините, 200 и 200 человек, перед которыми я должен был показать их функционал, а в итоге я только рассказываю о них. Но это чуть-чуть позорно. Хотя, с другой стороны, вы хотя бы увидели упаковку, хотя бы увидели и узнали, что они исключительно на данный момент на китайском языке. И даже если выйдет глобал-версия, смысла я в ней не вижу вообще никакого. Потому что, еще раз, основная их фишка в том, что вы можете, а часы сами могут вызвать вам врача через eSIM, который у нас не работает, через определенную технологию, она здесь описана как NB-IoT или 0T. Так вот, у нас в России СНГ такого дела нет. Соответственно, по большому счету, нам эта штука бесполезна. То, что 24 часа в сутки мониторит пульс и аритмии, ну, я бы сказал, что это и обычным пульсомером можно проверить, теми же Mi Band 4. То есть для российского рынка или рынка СНГ эти часы бесполезны. Если бы я жил в Китае, у меня были там бабушки жили, конечно же бы я им такие штуки купил. Что с тестом, автомобилем и Стратосом, часами Стратос? Ничего. Я не буду этого делать, мне жалко Стратоса. Немного подлагивает звук, как будто штекер отходит. Нет, это я на телефон говорю, это я иногда отворачиваюсь, чтобы читать ваши комментарии. iPhone 6s или Redmi Note 7? Принципиально разные устройства. Мне кажется, что iPhone 6s значительно выше классом. Есть желание обозревать уши костной проводимости. Гарин, у меня есть обзор на уши костной проводимости. Ничего фееричного я не заметил в них. Отвратное качество картинки. Простите, 1022 это стрим с Кузи. Дальше. Какие есть работающие варианты с таким экраном и долго работающие? Только бип. Кракен, ну, я знаю, что нельзя никогда извиняться, и это принцип основной YouTube, так же, как читать комментарии, но на то и жизнь, чтобы принципы иногда нарушать какие-то. Привет, включай автофокус на камере. Сейчас попробую, но, возможно, это получится, кстати. Не получится в режиме онлайн. Максимум я могу выключить микрофон, потому что это телефон. То есть я могу сфокусировать здесь. Нет, не отключается, простите. Ну вот за это уже извините. Посоветуйте камеру в личку, я куплю. Asus выпустит подобные Vivi Watch за 13 штук. Ждем. Есть предложение, почему Amazfit Nex еще нет на Али.
По-моему, они есть на Али. А может быть, я не знаю, у меня там ссылка есть, где я их покупал. По-моему, на Гербесте. Дальше, может, будут в Мифите, там и функционал добавится работы с уведомлениями и звонками, как основа для умных часов. Думаю, нет. Думаю, они будут дальше пилить под эту программу, потому что здесь основная фишка — это срубить денег за подписку, за наблюдение за здоровьем. В каком городе живешь? Архангельская область. Тайга, получается. Какие беспроводные оши купить на распродаже Али? Смотрите обзоры. Я High-Low теперь советую. Вот. Ну, я завтра в обзоре расскажу вам о них. Мне кажется, что топовые штуки. А, Мамуреджи Аскаров. Спасибо, сынок. Вам спасибо, что смотрите. Зайду через 10 минут. Такой стрим нельзя пропускать, хоть он немного и фейловый. Не немного, а конкретно фейловый. Но с другой стороны, вы видите, что вот часы я купил, обновил, я сказал, ну, они реально у меня работали, и они у меня умерли при вас. То есть задумайтесь, хотите ли вы их купить и ощущать такие же чувства, как я сейчас. Так, когда приедут Huawei Band 3 Pro? Евгений, я их не туда заказал, когда мне их перешлют. Туда, куда я их заказал, это Кызыл, оттуда будут присылать. Panasonic GH5. Ну, Гэрин, напиши мне в ВК. Ты думаешь, что я не куплю? Ждешь Hot 8 Note 8 Pro 29 августа. Вы имеете в виду, царь, что я должен купить то, что Redmi сейчас продаст? Скорее всего, да. То есть новый телефон я, наверное, куплю. Смотря сколько, правда, он стоить будет. Самые преданные подписчики критиковать не будут. Оставь стрим, пожалуйста. Я при любом раскладе оставлю Кракен стрим по той причине, что, наверное, люди должны знать, что пока их точно покупать не стоит. Кто писал, что камеры нет нормальной, так зачем вы стрим смотрите? Женя, никаких агрессий. Не нравится людям, они уходят спокойно. Когда будет обзор на Powerbank? Богдан, были обзоры на 2 Powerbank, которые мне нравятся. Даже на 3 Powerbank от Xiaomi у меня есть обзоры на канале. Какие вы можете уши посоветовать в плане проводные, беспроводные? Всегда проводные, если вас этот форм-фактор устраивает. Часы на Aveo OS. Не знаю, что это, Богдан, в личку. Приложу уже к запястью для разблокировки. Ты думаешь, что они разблокируются на запястье? Вот, пожалуйста. Дело не в запястье абсолютно. Хотя я сейчас повешу, может быть, вы и правы, и это дело сработает. Ты потом продаешь электронику после обзора? Еще раз повторяю, что да, продаю, но редко очень. Потому что, как вы видите, очень много обзоров, сравнений на моем канале, поэтому вот так. Последний раз супруга каталась в отпуск 3 месяца назад, уехала и продала практически все вещи, которые мне были не нужны в Петербурге. Потому что так дорого потом что-то посылать еще кому-то, да и вообще, в принципе, этим заниматься. Как наказать продавца за то, что не продлевает защиту без предупреждения? Откройте спор просто на Алиэкспрессе, опишите ситуацию и пусть вам заплатят. Дальше спрашиваю 10 раз, что брать, Mi Band 4, BIP 1 или Pace. 10 раз, Инал, отвечаю тебе и очень надеюсь, что ты услышишь, что BIP. Первый сырой прошивка — это нормально. Бипы также были даже кирпичи. Да, я очень рад, что они были кирпичами, но я не очень рад, что этот кирпич оказался у меня на стриме сегодня. Через Halo лучший... Halo лучший Xbox? Ну, учитывая цену, видите, я все время считаю как. Есть 1000 рублей у Halo. Xbox стоят дороже в 2 раза. То есть на Xbox можно купить двое наушников Halo. Мои мысли какие? Они в 2 раза лучше? Нет. Значит, Halo лучше. Вот так я и думаю. О том, что проверить расстояние, пробежать по спидометру автомобиля, я писал в прошлом стриме. Окей, когда у меня будет время? Вы понимаете, что я тоже работаю. То есть YouTube — это мое хобби. Вот. Собираешься обзоры на фото и видеотехнику делать? Я думаю, что может быть, но дело в том, что фото и видеотехника на данный момент, как вы видите, не мой конек. Я даже стрим на нормальную камеру не могу снять, потому что не знаю, что купить. Соответственно, для того, чтобы о чем-то рассказывать, мне что нужно сделать? Правильно, мне нужно сначала в этом разобраться. Вот. Продавец прислал кроссовки без коробки, стоит ли открывать спор? Конечно же стоит, если у вас не шло условие, что он пришлет их без коробки. Спидометр на авто — это еще смешнее, чем шар предсказаний трясти. Ну, есть такое дело, наверное. Под каким ником сидишь на 4PDA? Ромакса я даже не знаю, потому что меня там 4 раза уже блокировали. Я вам не скажу, потому что не помню. Кем работаешь? Инженером. Какой у тебя доход от канала? Давид доход не покрывает, почти покрывает, уже покрывает, скажем так. 1,5 года, чтобы он
отстрелял то, что я покупал, нужно, чтобы он еще так же работал года 2. Вот. Проще говоря, я пока все еще работаю в минус. Подскажи, какие наушники купить до 2К? Можно и на шнурке. Я уже говорил, Halo. Завтра посмотрите обзор. По поводу Amazfit GTR есть разные мнения. Стоит ли их покупать? Дмитрий, у меня есть 10 недостатков GTR. Смотрите, если вам все равно на них, покупайте. На что советуете перейти с бипов? Бип поднадоели просто, хотя все устраивает. На стратосы. Вот как выглядят эти часы на запястье. Вот такой фиксатор у них маленький, чтобы не слетали. Так что если они выживут. Вайзеры TP1. Если Орел вам нравится внешний вид, то берите наушники Вайзер TP1. Стоит ли брать Apple Watch первых версий? Нет. Нет, однозначно будут лагать вообще очень жестко, мне кажется. На что посоветуете перейти с бипов? Уже ответил. Mi Pad 4. Никаких Mi Pad'ов. Я считаю, что у этих либо есть Samsung в районе 7-8 тысяч из разряда, если покупать какой-нибудь планшет, либо второй вариант, вы покупаете iPad. Где лучше звук, Mi Sports или Redmi AirDots? А я не знаю, Sports я не тестил, у меня нету на канале. Про Redmi AirDots у меня несколько обзоров. Какие наушники топ за свои деньги? Форм-фактор не важен. Томас, смотрите мои обзоры, топ-10 наушников до 50 и до 20 долларов. Вы выбираете любые. Кроме i10, i100, i200, еще чего-то. Я, хотя их ставлю в своих топов на каких-то местах, все равно я считаю, что их покупать очень опасно. Дальше у тебя скоро двойка видосов на канале. Не понимаю. У меня скоро 300 видео на канале будет. 200-ка. У меня уже 290 видео на канале. У стратосов сильно блеклый дисплей. Понятно, что хуже GTR, но насколько плохо, хорошо показывают. Хорошо они показывают, у них Always On дисплей, у них трансфлективный экран, на солнце видно намного лучше. Обзор на наушники за 100 долларов будет? Будет, Богдан, как только. Как только я его запилю. Стоит ли покупать читалки или планшет лучше? Если вам читать нужно, лучше покупать читалки, я считаю. Если выбирать между Wayfan Xpods 2 и Redmi AirDots, то лучше какие будут? По вашему видео так и не понял. А потому что у меня тоже нет на это мнения, потому что все относительно. Я AirPods 2 взял. Blitzwolf FIA 7 не думаю заказывать, они мне идут где-то там. Придут. Как придут, расскажу. Но Blitzwolf это тоже, у них была вот хорошая модель FIA 4, я считаю, а остальное все шлакоблок. Опять же, все, ну не полный шлакоблок, но не такие эпичные. Вот FIA 4 были топ. Не соглашусь, Mi Pad лучше Samsung за 8-9. Ну хорошо, так я говорю, что просто стоит брать либо Samsung, либо iPad. Я не говорю, что Samsung за 8-9 лучше Mi Pad'ов. Просто Mi Pad дороже. Богдан Радыгин за 100 рублей. Так, Константин, Стратосом бы возможность отвечать на звонки, цены бы в них не было. Именно на Стратос... И интересно, Стратос 2 будет такая возможность? Думаю, нет. Mi Pad за 10к топ. А Богдан, я читал очень много лагов с ними. Когда обзор на машину от Xiaomi с бедлам? Я думаю, через лет 20. Жду видос завтра, Давид. Я постараюсь сделать. Армен, привет. Богдан, Mi Pad 4 топ. Привет, можешь только что зашел. Как думаешь, можно ли покупать наушники KZ ZS3? У KZ-шек вообще все наушники топ. Опять же, это мое мнение. Дальше что? За Amazfit Bip 2. На руке Bip 2, да, это Amazfit Health. А часто стримы будут. Стримы и так идут раз в воскресенье Мика. Каждое воскресенье, либо суббота. Раз в неделю я стабильно стримлю, потому что у меня стабильно какие-то розыгрыши. Это лайт-версия BIP на руке? Нет, еще раз, Юрий. Это Amazfit Health Watch BIP 2, которые снимают ЭКГ у вас. Вот тем, кто только что пришел, они снимают благодаря вот этим вот штуковинам, вот этой площадке и плюс металлической окантовке, вот так замыкается контакт, и они считают ЭКГ опять же примерно. Прошлую трансляцию пропустил. Ничего страшного. Что будет на 100К? Не знаю. Что-то будет. Окей, это бы не помешало проверить часы, их уже собралось достаточно. Какие наушники лучше? Honor AM61 такого же типа? Нет. 61 слишком много глючат. Можно туалетную бумагу от Xiaomi обзор? Нет, слишком дорого. Жду обзор на машину от Xiaomi. Ух, как я жду. Когда обзор на них? Не знаю, на майк на что именно. Музыку управлять на этих бипах можно? Нет, на данный момент нельзя.
Польза, а когда BIP 2 представляют? Еще раз, 27 августа BIP Run представляют. Это Amazfit Health. Amazfit Health Watch. Привет, а ты говорил о бипах Run. Что это и как? 27 числа представят, куплю, закажу, придут, расскажу. Купил Mi Band 4 после ваших видео, вроде норм, рад. Говорят про анонс Stratos 2 с NFC, слышал, что можете сказать или говорил уже? Не говорил ничего, когда выпустят, я их куплю и проверю. На груди, на запястье, тут там мои цацки, если узнал песню. Нет, почему так много обзоров беспроводных вкладышей, не затычек? Вышли Sabat X12 Ultras aptX, потому что они дорогие, я о них не знал, Богдан. Юрий Небо. Понятно. Александр Лесной. Какие часы обладают NFC-технологиями для самостоятельной оплаты без смартфона? Только official из разряда Huawei-овских, Samsung и же с ними. Ну, конечно же, Apple Watch. А чем Mi Band 3 вам не угодил? Грег, я читал очень много глюков у них. Опять же, может быть, мне так попадалось просто, когда я хотел их купить, мне прям много очень попало на глаза. Вот, кстати, Polar H10, который я купил, это для подписчиков, кто не знал. С чем я Стратосы тестил и каким образом я сейчас слежу за своим пульсом при беге, потому что я снова начал хоть чуть-чуть натренить. Дальше, на BIP Health обзор будет завтра, послезавтра, вот эти часы. К сожалению, мне в конце придется сказать, что либо они у меня кирпичные на данный момент, либо, скорее всего, до реанимации их не буду ничего снимать. Но вот Xiaomi будет обзор? Может быть. У меня был обзор на ноут Xiaomi. На бипах можно переключать музыку, но через костыли. Но на этих пока нет. Что я пропустил? Ничего. А в этих бипах есть датчик падения? Как реализовано оповещение о падении или неполадках со здоровьем, если есть? Есть, но нам это абсолютно бесполезно, потому что все это передается, опять же, вот через вот эту технологию NB-IoT, и ее у нас в наших сотовых сетях нет. Та-да! Так. Ставим лайки, уже 300 лайков, спасибо большое. Те, кто пришел новенький, читайте описание, у нас постоянные розыгрыши. Вот сейчас я просто-напросто за последнюю неделю, что у меня было, отвечаю на вопросы, которые у людей накопились, плюс советую, что купить на распродажу, и обозреваю вот такие вот новые часики Amazfit Health, которые, к сожалению, у меня умерли прямо на вот этом онлайн-обзоре. Дальше. А на MyBuds Xpods 3 или QC White 1, что бы вы выбрали, если бы важно было качество звука? Xpods 3. Или на MyBuds? Наверное, Xpods 3. Братцы КЗ за свои деньги топ из топов. Согласен на 100%. Недавно увидел твой канал, годный лайк. Спасибо, Александр. Армен, слышал о Redmi Note 8, да, и надеюсь их купить, смотря сколько они будут стоить. Александр, какие недорогие беспроводные наушники посоветуешь? Смотрите топ-10 наушников на канале, там все есть. Давай смотреть видео на стриме, не смешно, Богдан. Я тем более не знаю, как это делать. VIP или Stratos взять, или GTR? Почему? Lintax, смотрите обзоры и сравнения на канале. Я не буду вам 10 тысяч раз передавать то же самое, что я уже говорил. Здесь уже уточняющие вопросы идут. Чем тебе не нравится Pace, кроме того, что с ним нельзя плавать? Я смотрел годичный обзор на них. Ты говорил, что это лучшее, что придумали. Да, я знал на тот момент, потому что не было стратосов, не было бипов, и потому что я их не утопил. Вот и все, потому что забыл, что в них плавать нельзя. А как тебе GTR по автономности? Ромаха непривычно, хотя вот, не знаю, терпимо. Какое разрешение экрана? 176 на 176 точек на дюйм у этого, у нового. Они зависли, зажми кнопку на 30 секунд. Зажал, но пока не помогла, не помогала майк. На 30 секунд зажму сейчас при вас, ничего не произойдет. Какие наушники Xiaomi Mi Gaming Headset в плане 7.1? Шаги слышно? Нет, не слышно, Фрокс, но уши сильно потеют. Поломка для обычного человека, неприятность для обзорщика контент. Михаил, я бы так не сказал. Лайк нужно поставить, спасибо. У меня бипы были, дело зависало. Ну, они не просто зависают, как вы видите, вот я держу их уже черт знает сколько времени. Здесь, кстати, горит два значка, вы не увидите, но, в общем, я понятия не имею, что с ними. Подержу чуть-чуть больше. Какой у тебя смартфон? У меня P20 Pro и Redmi Note 7, вот он, на который у меня тоже было несколько обзоров. Сильно ли автономность у них отличается от первой версии?
Да, они живут чуть дольше 7 дней. Ну, 7 дней плюс. Самые адекватные обзоры этого автора. Спасибо, Женя, но вы видите, как получается. Говорят, что Note 8 будет стоить $150. Это круто, я куплю сразу, наверное. В BIP 2 есть NFC? Нету. Пейсы старые, да, вот древняя у них уже прошивочка. Привет, Stratos или GTR, если мне не так важна зарядка, но и нагрудные датчики тоже. GTR тогда. Попробуй взять от смарта их и перезагрузить. Попробую отвязать. Я отвязал их от смарта, но чтобы их перезагрузить, мне нужно зайти в настройки. А настройки, как вы видите, вот сейчас я активирую, и они сразу же вылетают из них. То есть я не могу войти в настройки. Привет из Ижевска. Привет, Богдан. Это новая версия Huami Amazfit. Да, это Amazfit Health Watch BIP 2. В доказательство вот вам магнитная площадка и металлический, вот такая металлическая платформа. Дальше, ну кроме боязни воды, тебя в Pace ничего не расстраивает? Да, больше ничего. Дальше, какие отличия от старой версии? Здесь есть GPS, здесь GPS нет. Эти могут считать ЭКГ примерно, эти ЭКГ не могут считать примерно. Эти живут 40 дней, эти чуть дольше недели. Эти тоньше, эти толще. В принципе, основное все. Привет из Владикавказа. И тебе привет, НЛ. Адекват не наш формат, да к самой проге Амезе их отвяжи. Нет, у Amazfit нет программы, она ее не видит, эти часы. Я показал, что конкретно видит их. Мика пока счастливый. Redmi Power Bank топ. Redmi заказал. Привет, покажи ЭКГ датчик. Не покажу, потому что он, видите, сразу вырубается. То есть, как только я включаю часы, включается ЭКГ, и он слетает. Польза нет, удачи с часиками, надеемся, что все будет хорошо. Я тоже надеюсь и уверен даже, что будет. У меня BIP погоду не показывает. Вся проблема с погодой у Amazfit'ов и подобных их часов решается очень просто. Вы просто заходите и скачиваете программу Notify and Fitness, и все. Дальше, Нигер, какие лучше взять часы, Honor Watch GT или Verge? Что такое Нигер? Cox Срастер. Если будут какие-то, тем более, российские приколы, я на этом канале брочу смотреть и хамить людям. Конкретно мне тоже. На фото, может быть, где код остался, попробую отсканировать. Кстати, да, на фото есть код, но я не... я вроде бы даже по нему делал. Сейчас посмотрим. Так, ну это Amazfit. Да, вы правы. Право. Кому же я его посылал? Кому-то я его посылал. Да, возможно, есть еще код. Вы правы. Нигер – это негр. Я понимаю, Макракен, я не понимаю, при чем здесь я. Игровой стрим нет, ну вряд ли, это не мое. Я, во-первых, не знаю, как его делать, мне кажется, это слишком проблематично. Вот. А во-вторых, я не знаю, как его делать. Вот, наверное, так. Максимально честно, скажем так. Дальше, что еще вам интересно? Verge не бери. Virgin, да, не особо хороший. Александр, привет. Какие еще у вас вопросы? Дождись норм часов, в этом году еще много чего выпустят. Да, обязательно, по-любому. Я о них обязательно расскажу. Стоит ли брать Xiaomi Mi Band 4? Если у вас до этого браслета не было, стоит. Я немного отойду от темы, стоит ли покупать наушники за $30, если есть Redmi, разница большая? Нет, не стоит. Обзор на скидки на Алиэкспрессе. У меня есть стрим по поводу того, что я не советую покупать на Алиэкспрессе во время распродаж. Я, конечно же, буду покупать во время распродаж, но я буду покупать специфические вещи. Там всякие подставки от Xiaomi там, и т.д. и т.п., которые не пользуются большим спросом. И на них очень редко скидки. А вот такие гаджеты из разряда BIP 2, BIP 1, Redmi AirDots в принципе торгуются по той же самой цене. Можно точнее, какие часы Huawei с NFC для оплаты? Александр, я не пиарю Huawei, не пиарю Samsung, выбирайте сами, я их не тестил. Попробуй подключить их к ноутбуку, у меня наподобие было, помогло. Так, то есть вы предлагаете просто включить их к ноуту и все? По питанию имеете в виду? CityLink днище, продали там паленый Xiaomi Mi Band. Ну, это может быть даже не CityLink. Дело не в том, что они мне нравятся или не нравятся, а дело в том, что CityLink это сетевая контора. Мне не кажется, что они прям такие мрачные люди. Дальше. Попробуй купить i4 девятки ТВС наушники, сделай на них обзор. Постараюсь. Будет ли обзор на Sony ТВС? Нет, точно. К Соньке очень плохо отношусь. Опа. Нет, мне кажется, не помогло.
Подключение к ноутбуку не помогло, но во всяком случае на дольшее количество времени активируется экран. Если уже было, извиняюсь, есть дата продаж или есть дата продаж или предзаказа. Чего именно, Вадим? Вот эти часы уже продаются на Алиэкспрессе, ссылка есть в описании. Но сейчас я только что их окирпичил тем, что последний раз обновил. Выгодно покупать ноуты с Алиэкспресса за 20 тысяч. Богдан, я боюсь покупать ноутбуки с Алиэкспресса. Женя, стрим не скучный. Я очень надеюсь на это. Если он вас радует, то меня он радует не меньше, чем вас. Я скачал, как погоду-то восстановить. Blender, посмотрите, там есть, каким образом вы должны погоду принимать, и выберите просто то, каким образом вы должны принимать погоду через через другую прогу. Разберетесь вы, потыкайтесь. Да, розыгрыш уже был в Model Party. Ситилинк Нубию взял уже год без пашет, без проблем, не надо браться гнать. Да, Ситилинк более-менее норм. Руслан, стрим интересный, спасибо большое. Влад, спасибо за стрим, очень круто. Вам спасибо, Влад. Если кому-то нравится стрим, не забываем ставить лайки. Будет ли обзоры на Nexa? Сергей, у меня на канале 3 обзора на MSFit Nexa. Какой сейчас заряд на этих часах? Может там что-то с батареей? Заряда хватает, как вы видите, на батарее еще вон, деление на процентов 16. Думаете, они так экономят зарядку? Я лучше подожду, пока они полностью разрядятся. Скажи, какое приложение, чтобы погоду смотреть? Игорь, если на бипах вам нужна погода, еще раз скачивайте Notify and Fitness. Богдан, какая у тебя машина? Никакой, у меня даже прав нет. Стоит ли обновляться с первых бипов до GTR? Нет, потому что если вам нужен GPS, зачем вам GTR? В GTR нет GPS. Go топ рюкзаков от Xiaomi, когда подделка Redmi AirDots? Скоро. Передай привет Кукей Башу. Кукей Башу, привет. Камила, кстати, здорово. Подскажи, пожалуйста, что взять Xiaomi, Huami, Amazfit Verge или Samsung Gear 3? Ни то, ни другое, стратосы покупайте. Санчес больше не нравится, могу сюда завести. Ничего не понял. Уже разыгрывали бип? Да, уже разыграл. А для чего нужен GPS в часах? Чтобы отслеживать ваш путь, точно. Особенно при занятиях спортом и бегом важно. Дело не в том, что продали паленку в Ситилинке, а делают там лицо кирпичом, типа все норм. Их сервис-центр говорит, что устройство исправно, а мне некогда отстаивать свои права потребителя. Сочувствую. Саша, знаете, на Mi Band 4 тоже самая проблема с погодой. Какую программу скачать? Notify and Fitness. Рюкзаки Xiaomi будет обзор? Богдан, несколько обзоров на рюкзаки Xiaomi у меня есть на канале, будут и еще. Что купить с Алиэкспресс для бега, кроме кроссовок? Умные часы Amazfit Bip, первой версии желательно. Как узнать, кто выиграл Amazfit Bip? Павла, вы можете пересмотреть стрим, я обязательно его сохраню. Либо посмотреть, либо не смотреть его. Камила, спасибо большое. PUBG Mobile, привет, здорово. Все, если вопросы закончились, давайте заканчивать. Чем стратосы лучше будут гиров? Дешевле и стабильнее, мое мнение. Саш, договариваешься, как это на GTR нет GPS? Он есть. На GTR есть GPS. А чего нету-то? Что-то там не было. Да, на GTR как есть GPS, а чего-то нет. Там нет Wi-Fi, там нет Bluetooth, нельзя вешать датчики. Спасибо, Алекс, за то, что поправил. Да, заговариваюсь уже. Я просто слишком расстроился, что у меня эта вот штуковина умерла. Вот. Пока, удачи в жизни. Счастливо, Богдан. Камила, какой телефон посоветуешь? Смотря сколько денег, пишите в ВК. Андрей 500. 500 что? 500 не знаю. Альтернативный вариант с погодой, который лично мне помог отключить синхронизацию Bluetooth, включить GPS, подождать 3 минуты, включить синхронизацию Bluetooth. Очень крутой алгоритм. Сколько он стоит? Зарки вот эти стоят 9000. Павла, вы про что? Какой петух? Так, никаких оскорблений в чате, никакого мата. Повторяю еще раз. Андрей, 500 лайков. Было бы круто. Кто не забыл, если не сложно, поставьте лайк. Пока мы с вами общаемся, просто поставьте лайк. Может быть и правда до 500 догоним, будет интересно. Когда записываешь видео в инсте, плохо слышно. Может лучше будет с микрофона это делать? Хорошо, буду делать это с микрофона. Можешь сделать меня модером чата? Нет, Model Party. Я не буду делать никого модератором чата по той причине, что за это меня могут заблочить. Я вас никого лично, к сожалению, не знаю. Артем Фат, я не вижу вашего вопроса, не успеваю отвечать. Повторите, я прочитаю. Санчес, пока удачно реанимировать часики. Счастливо, Сет.
Постараюсь. Михаил Захаров, есть ли смысл покупать Huawei Watch GT, если телефон Honor, или лучше взять Stratos? Я не читал про Huawei Watch GT, я знаю, что на Stratos можно вешать датчик нагрудный. Если на Huawei тоже можно, то покупайте Huawei. Фото с кодом в Curiosity на 4 PDA. Я знаю, Евгений, я туда фоткал. Передай привет Башу позже. Redmi Note 7 хочу себе купить или 8 ждать? Подождите 8 лучше, Армен. Привет, где покупал? Через товарища покупал, который живет на границе с Китаем. Можете написать, я обязательно в описании к видео добавлю его контакты. Сейчас уже есть на Алиэкспрессе. Дальше, 350 мой. Спасибо большое, Сергей. Почему не делаешь обзоры на Bezos? Потому что они у меня 2 раза умирали. А почему ты? Нет, на Bezos, Игорь, у меня есть обзор. У меня есть на стриме обзор на Bezos. Какие часы порекомендуешь? Часы от Xiaomi, цена не важна. Стратосы, Amazfit Stratos, однозначно. Где BIP 2? Вот это вот BIP 2, MS-BIP Health. Вот они с магнитной площадкой, могут считать ЭКГ. Многие называют их BIP 2. Привет, бро, привет, Владимир. Ну, тогда подскажи, пожалуйста, часы с GPS и возможностью подключения по Bluetooth к ним наушников и скачивания музыки до $100. Илья Пейсы. Pace. К Samsung у тебя субъективно предвзятое отношение или какие-то объективные недостатки в них? Я про часы в частности. Зовер, я читал, я хотел купить их и читал очень много недостатков, и мне очень не нравится, что они конкретно форму чистят. То есть Amazfit очень, точнее Samsung очень хорошо чистят форму с негативом, если вы обратите внимание. Почему сломались часы? Потому что я их обновил. Я думаю, я их реанимирую, но когда появится прошивка на том же 4 PDA. Это же реалити-шоу, но только реальное приключение в мире электроники. Да. Так, вот тоже думаю, какие взять умные часы от Xiaomi. Жена отдала бипы первые, забрала бипы первые у меня. Васа, покупай стратосы. Виталий, как дела вечерние? Отлично все, только что погубил Amazfit Health Watch а-ля BIP 2 обновлением. Лучше недорогие умные часы. Amazfit BIP. Зовер, не за что. Камила, Redmi, не понял, но хорошо. Владимир, были ли Стратосы или Бипы? Были и Стратосы, и Бипы, купил Samsung, очень доволен. Очень рад за вас. Греческий салат. Есть ТВС-наушники, на которых нет обзора, но ты бы подсоветовал. Hello, вот на них я советую, но завтра я выгружу на них обзор, если будет интересно. Какие лучше наушники, QCY QC1 или Redmi AirDots? QCY QC1 я не тестил. Redmi 5 Plus хороший, насколько его хватит. Redmi 5 Plus хорош, но его хватит ненадолго, мое мнение. Согласен, Samsung топ, но цена уже значительно так дороже. Unnamed, привет, наконец-то ты появился. Будешь потихоньку обустраивать умный дом техникой Xiaomi, типа чайник, пылесос. Сергей, у меня есть и чайник, и пылесос, и вы можете посмотреть на канале 290 обзоров, и там есть и чайники, и пылесосы, и много других штуковин от Xiaomi. Стоит BIP 2 или сколько стоит BIP 2? 9000, это Amazfit Health, просто некоторые называют их BIP 2. Прошивка может лежать в самой программе Amazfit Watch, может предыдущую версию распаковать, проверить. Может быть, в бипах купался в море и ходил в сауну, никаких проблем. Конечно же, в сауне недолго сидел, но все же. Но лучше не рисковать, Игорь. У стратосов разве экран от падения не может треснуть? Жаль, в них бортика нет. Конечно же может, но у меня не треснуло. А как вы посмотрите на мой обзор Amazfit Verge 2, точнее Nexa, треснул сразу. BIP 2 покажут в конце августа. BIP 2 это не BIP 2, а Amazfit Run покажут 27 августа. А это Amazfit Health. Никакого BIP 2 в принципе не будет пока. Посоветуешь телефон Xiaomi Redmi 5 Plus? Redmi 8 купите и все. Почему Stratos, а не, например, GTR? Потому что на GTR нельзя вешать нагрудные датчики, Семен. То есть пульсомер вы на них не повесите, музыку не закачаете и наушники не подключите. Хочу купить Redmi AirDots, покупать или нет? Если нужны, то покупайте. Но лучше купить Halo GT1. Завтра выгружу на них обзор. Илья Череванов, лайк, спасибо. Умная дом именно через настройку сценариев? Нет, Сергей, просто так. Молодец, всем отвечаешь, это редкость. Стараюсь, Владимир. Греческий салат. Какие дешевые одежды для бега с Алиэкспресс?
Какие дешевые смарт-часы посоветуешь? Еще раз, Amazfit Bip. Подскажи, будет ли обзор одежды для бега с AliExpress? Будет, как только накуплю себе ее нормальную. Приятного стрима и доброй ночи. Зовер, счастливо. Стис, спасибо. Вот ни у кого нету крутых обзоров на технику. Вот реально тут все кратко и все понятно. Женя, стараюсь. Кирпичились при обращении по воздуху или с левых сайтов? Нет, с официального сайта при обновлении. Только вот как их найти? Так, не понял. Как тебя зовут? Саша. Я есть в ВК, Фейсбуке и везде. У меня вон все фактически контакты на стриме внизу в описании к видео. Если не забыли, то поставьте лайки, хотя бы до 400 догоним. Redmi 8 не царапается зеркальная крышка, а Redmi 7. Ну вот, ношу чаще всего без какого-либо чехла. Нету царапин пока. Зато вот это дело, когда на обзоре поцарапал, до сих пор царапины такие бодрые. Verge, Stratos или Pace? Что взять? Stratos однозначно. Привет с Украины, привет, Вовка. Путин, hello, хорошие наушники, мне кажется, тихие, они на улице, собеседник плохо слышит. Владимир, полностью разрядите и зарядите. Нет, если собеседник плохо слышит, у них у всех микрофоны хлам. У всех наушников до $20 ТВСовских микрофоны хлам. О чем я всегда говорю в обзоре. У меня есть бипы, стоит ли менять на что-нибудь другое? Если они вас устраивают, конечно же нет. Ты мне посоветовал наушники, я заказывал, я название не понял. Сис, посмотри обзор топ-10 до $20, а топ-10 до 50, и выбери любые, они все норм. Супер класс, все, дизлайки, унитаз. PUBG Mobile, спасибо. Будет ли обзор на наушники Пионер? Будет, ты кусь, я уже устал просто. Я сам написал на них обзор уже. Уже их тестю, уже ими пользуюсь, но как-то мне не доходят руки, потому что, видите, то какие-то часы новые придут, то наушники те, что просил человек 200. Спасибо за ламповый стрим, удачи по раскирпичиванию. Спасибо вам, Юрий, надеюсь, вы подписались. Кракен, привет. Какого цвета бип, белые или черные? Это не бипы, это Amazfit Health Watch, и они только в черном цвете пока продаются. Дальше, а точнее не более чем экран. Спасибо за ответ, пожалуйста. Go 400 лайков. Пока, да, не догнали. Еще 17 лайков и будет круто. Польза, ты читал коммент про то, что лучше Xiaomi Redmi AirDots или QSY QS1? QS1 не тестил я. А QS1 то же самое. T1, наверное. Я бы QSY T1 купил. Исхак Сулатов. Привет. И тебе привет, Исхак. Привет, подскажи, что делать с Redmi AirDots, левый наушник не работает. Напиши мне в ВК, по-моему, у меня есть алгоритм, каким образом их соединить, сбросить. А если даже нет, на 4 PDA точно есть. Ладно, братишка, удачи тебе, жду ран. И я жду, Женя. Какие часы сам носишь? Ношу то, что тестирую. Сейчас ношу GT, но вот сейчас буду Health носить, когда раскирпичу. Если бипы не устраивают, на что стоит поменять? На стратосы только. Можешь в ВК разместить свое бандирование для бега. Окей. Так. Польза у меня на Mi Band 3 тоже плохо погода показывает. Мне нужно тоже скачать Notify Fitness, да, желательно. Перезагрузи их. Не перезагрузить, Армен, потому что я не успеваю зайти в настройки, видите? То есть я нажимаю, сейчас он активируется экран, и не успеваю зайти в настройки. Рядом с тобой наушники лежат. Как они называются? Вот им эти или вот эти? Вот это Halo GT. Я завтра на них выгружу обзор. Посмотрите их и оцените, стоит их покупать или нет. Мне не понравились. Я их сравнивал в обзоре сразу с Redmi AirDots, которые в принципе стоят дешево. Но на Redmi AirDots магия. Есть фейк. И очень часто людям, видите, точь-точь практически. То есть отличить Redmi AirDots от их подделки очень сложно. И людям очень часто приходят фейки их. Ювелирки заказывал с Алика? Нет, и не буду заказывать, и никому не советую. Amazfit Pace или Bip? Pace однозначно, потому что на них можно датчики вешать. Но если плавать планируете, то Bip. Польза на супер класс, кто не верит маму в глаз. Не стоит, спасибо. Главное без мата. Так. Чем тебя стратосы завлекли? Раз, мне они нравятся внешне, 2, на них можно повесить нагрудный датчик, 3, к ним можно подключить наушники, 4, в них можно загрузить аудюху, и 5, даже на моей тощей руке они смотрятся хорошо. Дальше, польза, так.
чем разница в Stratos первых и вторых? Налики по-разному называются, еще и версия Sport какая-то. Не знаю, Sport есть версия S, это либо 2S+, по-разному все называют. Это версия с сапфировым стеклом и кожаным ремешком в комплекте. Все то же самое. Может в морозилку положить, Дмитрий, положу потом. Amazfit Bip 2, да. И как тебе Amazfit Health Watch? Стоит брать? Нет, не стоит, только что пришла обнова, они окирчились. Вот, если кратко. То есть, даже не успеваю их перезагрузить. То есть, в идеале я бы сейчас, если бы они просто подвисали, зашел в настройки и нажал на перезагрузку. Но ввиду того, что часы конкретно подвисли, я успеваю нажать только на настройку и все. Так, жду тики в обзоре, жду. Так, Гарин, я очень жду тоже тики на обзор, потому что я супруге пока заказывал их. 400 лайков. Огромное всем спасибо, кто поставил лайк, друзья. Лем 10 закажешь, Никс А10. Что думаешь о них? Пока все, что было у меня, Лем, все хлам. Скиньте мне ссылку в ВК, постараюсь заказать. Игорь, привет. Короче, наушники, которые стоят 6000 рублей, можно купить за 1500 и делать на них обзор. Urbanis Hilas. Скинь, посмотрю. Вместо AirDots продают какие-то AS6S. Да, вот на них я и сделаю обзор. Это A6S. Redmi AirDots или Xiaomi AirDots. У меня есть, кстати, сравнение, Сергей, посмотрите на канале, чтобы долго сейчас не рассказывать. Если обнова пришла, посоветуешь их покупать для повседневного использования, не нужны датчики нагрудные. Если нагрудные датчики не нужны, GTR мне нравятся. Стоит ли покупать Apple Watch S2 за 11К? Нет, Force. Я не советую никогда Apple Watch старые покупать, потому что они, мне кажется, либо тормозят, но это всегда старое железо. Чтобы сбросить Xiaomi AirDots Pro, нужно вложить оба наушника в кейс и задержать кнопку не менее чем на 10 секунд, затем создать сопряжение заново. Спасибо большое, Лонсен. Так, Арман, что за красные уши? Эти 100 рублей стоят на панда ушки, и я их купил, они работают. И неплохо даже звучат. Но на них обзоры я делать не буду. Но я просто каждый стрим напоминаю, что по большому счету, если вам все равно, то вы можете всегда рискнуть и купить что-то подобное. Слышал, скоро iPhone 11 выйдет? Да, слышал. Какой у тебя телефон? Еще раз, P20 Pro и Redmi Note 7. Привет, посоветуй смарт-чаши с сим-картой. Юрий, не посоветую, потому что это либо Китай, либо что-то очень дорогое. Если очень дорогое, то, наверное, все-таки Apple Watch. По-моему, у них есть с симками. Спасибо за обзоры, с меня лайк и подписка. Autopsy, спасибо большое. Джикаджу, хотел заказать One More, но они не с Type-C. Какие наушники с Type-C? Jikago, если проводные наушники, у меня хуавеевские наушники с P20 Pro шли, с Type-C-шкой, ну просто волшебные. Я не помню, где я их потерял, но, в общем, они мне очень нравились. Камила, 35 мне. У меня в городе Redmi AirDots стоит в 3 раза дороже. Печаль. Лемфа X не вздумайте брать, херня полная. Ромка, спасибо большое, что без мата, потому что я читаю, не задумываясь чаще. Amazfit Bip или Amazfit Bip 2? Однозначно Bip 1, потому что Bip 2 только что на обзоре у меня на стриме окирпичился. Почему часы кирпич, если обнова оригинал? Владимир, потому что это всегда такая печаль, у первых бипов была такая же, можете почитать. Пользы ты не из Коряжмы? Нет. Я даже не знаю, где это, если честно. Вы уж простите, но я знаю, что такой город есть. Ромка, я тоже против мата. Ну, я не против мата в жизни, но в сети точно нет, потому что из 180 человек, которые сейчас в онлайне смотрят стримы, возможно, еще кто-то посмотрит после того, как я его сохраню, есть дети, есть женщины, есть люди, которые его не приемлют. Если хотим поругаться матом, можно либо писать в личку, либо встречаться лично. Хотя в жизни мата и так хватает. А я вот думаю, что взять из умных часов. Думаю, Amazfit Bip возьмите для начала, Игорь. Ромка, на YouTube точно не стоит, да. Брал с Китая нагрудный датчик, есть нормально. Косяков, я заказывал 2 нагрудных датчика по 1500 рублей с Китая, разом мне их не выслали. У тебя есть домашнее животное? Нет, Камила, у меня маленькая квартира, и поэтому у меня только у меня были собаки, когда я жил с отцом, а сейчас я взрослый, у меня ребенок и супруга, и у меня нет домашних животных, потому что места для них нет. Я думаю, что домашние животные стоит, наверное, все-таки заводить, когда у вас дом или большая квартира. Дальше. 20-30 долларов беспроводные с достойным микрофоном. Не бывает, Юрий, с достойным микрофоном.
за 20-30 долларов. Никому не верьте. А вообще фирма Лемфа, как на будущее мне? Ужасно, Владимир. Все, что видел Лемфа, все хлам. Коряжма — это Архангельская область, юг, Котловский комбинат у нас. Ясно, буду знать. Антирон, доброго вечера, спасибо за стрим. Вам спасибо за то, что смотрите. Те, кто пришли, не забываем ставить лайки и спрашивать, что вам интересно, с удовольствием отвечу. У меня на канале почти 300 обзоров на различную технику. На стримах я рассказываю мое мнение об этих девайсах. Это раз и два. Делюсь с вами, вот, допустим, обзором вот на этот девайс. Кстати, вот те игрушки, которые вы видите, понятно, что особо мало кому интересно, но вот этой штуки стоят по 1500, и они стоят, я на Алиэкспрессе. Это Xiaomi, дочка их, 52, что-то там. В общем, я заказал еще несколько таких игрушек, чтобы освежать обзоры, потому что все равно на фоне чего-то нужно снимать. А вот всякие там зеленые растения и т.д. и т.п., мне кажется, это слегка пошлым и заезженным, поэтому я вот заказываю такие штуковины и пытаюсь вам рассказывать. Что такое, сынок? Через 10 минут. Вот. У меня сейчас бип. Что на замену взять? Стратосы. С достойным микрофоном, минимальная цена и хотя бы модельку. Благодарю. С достойным микрофоном только проводные уши Bezos были. Посмотрите, пожалуйста. На одном из стримов я их обозревал. Белые такие. Слышал о выходе новой версии Misfit Stratos 3. Да, я их куплю обязательно. Какие AirPods лучше, первые или вторые? Первые, наверное. Не забываем лайки ставить. ТВСки до 100 долларов лучшие Huawei FreeBuds 2. На Алиэкспрессе либо на Pandao вы как раз сможете их купить. Miyaru Sanshino, не игнор. Что лучше, Redmi AirDots или Blitzful FIA 5? Я FIA 5 не тестил, поэтому, наверное, AirDots. Дальше смотрим, что лучше взять Mi Band 4 или Amazfit Bip. Для начала Mi Band 4, если вам GPS не нужен. Говорили, что Bip 2 с AMOLED будут. Нет, это, вот это Amazfit Health Watch. То, что вы говорите, это Amazfit Run. Будет ли отдельное видео про часы? Будет, мушка. Дальше, что... Все. Что... Правда, что Mi Band 4 выйдет в следующем году? Ну, конечно, они обычно каждый год выпускают. Mi Band 4 норм, да, Денчик, можете посмотреть обзоры на канале, их много. Давайте заканчивать, я всем скажу до свидания, потому что, я думаю, те, кто давно сидел, уже устал, а те, кто только что пришли, в следующий раз я стрим сделаю пораньше, и мы пообщаемся подольше. Вот, потому что мой телефон уже садится, это раз, а два, я думаю, что вас немного поддостало. Еще раз напоминаю, что в будущем на Алиэкспрессе будет распродажа. Может быть, я сделаю стрим в будние дни какой-нибудь. Делать стрим в будние дни. Ставьте плюсы, если сделать вечерком какой-нибудь стрим, чтобы пообщаться по какой-нибудь отдельной теме. Кракен, нормально. Игорь, Евгений. Не забываем ставить лайки, кто был, кому нравится такой формат общения, потому что мне есть что рассказать. Вы видите, что по большому счету у меня там еще всякие вот такие наушники. У меня еще очень много девайсов, на которые я не успеваю просто делать обзоры, потому что я один. Мне супруга помогает, но у меня не получается, если честно. Хорошо, постараюсь еще в будние дни сделать что-нибудь. Руслан счастливо, Евгеха счастливо, Александр счастливо, Юрий счастливо, Диана счастливо, Александр счастливо. Извините за подобный стрим, потому что часы окирпичились, но с одной стороны это хорошо, вы теперь знаете, что если вы их купили, обновлять их не стоит, а если не купили, то стоит подождать. Да, Владимир? Быстро спрашиваем что-нибудь важное и побежали. Еще вопрос. Спокойной ночи всем. Да, пообщались по душам. Зато тема была. Неплохая такая тема, жаль, что умерла. Догид, счастливо. Mi Band 4 стоит ли брать на замену? Нет, не стоит. Пожалуйста, Water, Blue Dio, не люблю фирму, ничего не скажу. Иван, счастливо. Камила, нет, у меня живет со мной супруга и ребенок. До 500 не добить никак, нас 427. Кому не жалко, поставьте перед отходом лайк. Во всяком случае, это первый раз у меня 427 лайков за один стрим. Вам большое спасибо за просмотр. Зачем на дерево на Али растить, это вообще всем этим пользоваться? Там ссылки, скидки, но небольшие. Если честно, Владимир, я уже ращу полгода, вырастил еле-еле одно дерево, сейчас ращу второе и как бы считаю это просто мрачной заманухой. Кракен, спасибо, что поставил лайк. Спасибо за стрим, жду обзора на уши. И я жду его сделать, я пока еще не доделал.
Стоят они своей цены? Нет, не стоят. Они на данный момент вот окирпичиваются. То есть сейчас я установил новую прошивку, они умирают. Наушники Redmi Note Dots подключаются к Bluetooth 4.2. Все, счастливо, друзья. Заканчиваю стрим.